Ты не говорил, что тебе по кайфу будет выиграть его именно в Уфе? Да, у меня к нему спортивный интерес, все. Извини, у нас сценарий, ты от него отходишь. Играй ему газони нормально. Да не-не. Я в топ-дог залетел как антагонист. И до сих пор антагонист. Не думаешь, что ключик уже в кармане? Как ты считаешь, заслуживаешь ли ты стать чемпионом с тем своим арсеналом и отношением к этому делу? Я считаю, да, почему нет? Вот я сейчас тебе объясню. На им жесткий лабиринт, честно. Да. Ты не все ответы получил, да? Вот, Да, ты пока мне вот что? интересно. Предъявите мне, где плохое, что ты про него сказал. Да он как бы начал эту игру, как бы я его поддержал. Давай до Талова. Тебя тут на месте надо наказать, получается. Ты провел большой путь. И мне кажется, лично со стороны, что главной мотивацией было именно добраться до Олега. Это все-таки шоу-бизнес, поэтому я тебе очень советую по-дружески не злиться. Наш поединок, ничего не изменит. Вот для моего понимания, для моего мировоззрения, он не хороший человек. У меня есть подарочек для Олега. Без рукоприкладства, Олег. Здравствуйте, наши дорогие зрители! Сегодня мы с вами собрались здесь не просто так, а дабы обсудить и подогреть интерес к грядущему юбилейному турниру Топ-Дог 30 или Топ-Дог 3 Икса. А принять столь важное и эпохальное событие мы доверили городу, который, на наш взгляд, заслуживает это больше всего. Ведь именно Уфа подарила нам самый жесткий и драматичный турнир в истории Топ-Дог. Однако Питер в последний момент перехватил статус лучшего турнира благодаря своей поддержке и огромному масштабу происходящего. И тем интереснее будет возвращение в столицу Башкортостана с мотивацией вернуть заветный титул. 20 июля в субботу на Уфа-арене в 19:00 по местному и в 17:00 по Москве состоится юбилейный турнир Топ-Дог 30. Это событие, которое обязан посетить каждый уважающий себя фанат Топ-Дог и каждый житель Уфы, желающий завоевать для своего города статус лучшей кулачной арены. Но все же увидеть это вживую удастся не всем желающим. Ведь количество билетов ограничено, и они продолжают раскупаться с завидной скоростью. Тем не менее, ищите на kassir.ru или переходите по ссылке в описании. И успевайте приобрести билеты на самые удобные кресла трибун или занимайте лучшие места у самого сена в легендарной фан-зоне. И главное, помните, что абсолютно с любой позиции вас ждет прекрасный обзор, уникальная атмосфера и причастность к столь знаменательному событию для нас и всей кулачной индустрии в целом, которое свершится в этот вечер под сводами Уфа-арены. А все те, кто по каким-либо причинам все-таки не смогут посетить турнир лично, как всегда в прямом эфире на телеканале «Удар», на всех ведущих платформах России и СНГ смогут наблюдать за всеми поединками с любого конца нашей необъятной страны. И не только, ведь мы также помним о наших зрителях из-за рубежа и продолжаем развивать Pay-Per-View. Для всех вас, как и всегда, трансляция будет доступна на Топ-Дог FC TV. Более того, после турнира будет организовано прекрасное автопатийное мероприятие, где вы сможете расслабиться после ожесточенных боев, хорошо провести время и пообщаться с любимыми бойцами в неформальной обстановке. Билеты будут продаваться онлайн и на входе. Следите за последними событиями в наших социальных сетях. Ну и прежде чем начать, я уже по традиции хочу представить вам наших партнеров. Первым из которых я представляю генерального букмекерскую компанию Олимбет. Широкая линия, удобное приложение, мгновенные выплаты и уникальная программа лояльности. Выбирай своего фаворита у наших друзей с лучшими коэффициентами. Специальный бонус для всех новых клиентов Олимбет. Регистрируйся на сайте или в приложении, вводи промокод DOG, пополняй баланс и получай бонус на свой счет до 5000 рублей. Испытай максимум эмоций от кулачных боев вместе с Олимбет.
И не менее важный для нас напарник, поддерживающий нас из раза в раз, первый криптобанк в России BitPapa. BitPapa – самое крупное сообщество криптоединомышленников в России и СНГ. Подписывайся на официальный телеграм-бот BitPapa Bot, а также заходи на bitpapa.com. Аплодисменты нашим партнерам. Ну а теперь, наконец-то, с вступлением покончено, и мы готовы перейти к главному, а именно к конференции грядущего турнира. Челюстно-лицевой хирург клиники Топ Дог Тимур Акаимов, доктор! Чемпион Топ Дог, защищающий свой титул и дом, самурай Наим Давуда. Основатель команды Fisting Fighters, единственный боец с собственным шоу на телеканале «Удар», обладатель перстня за лучший трэш-ток и главный претендент на чемпионский титул Игорь Емеля Ионов! Самый устрашающий тяжеловес современности, победоносно представляющий организацию и за ее пределами, обладатель перстня «Боец года» и чемпион Топ Дог Олег Фомич Фомичев. Начнем мы с первой чемпионской пары, где будет решена судьба перстня весовой категории до 85 килограмм. Претендент доктор Тимур Акаимов и чемпион Наим Самурай Давудов. Тимур, сразу же вопрос к тебе, что нужно поднять такую тему. Изначально ваш поединок планировался на осень, тебе нужно было восстановить руку. Но когда ты узнал, что юбилейный турнир планируется провести в Уфе в июле, ты сам изъявил желание подраться с самураем, аргументировав это тем, что тебе хочется разбить его на глазах его публики. Ну, я такого не говорил. А как ты говорил? Я просто сказал, что я готов приехать и подраться с ним у него дома. То есть не было желания именно в Уфе? Но такой фразы не было, что я готов разбить А тебя какая на фраза твоей была? публике. Вы уже тут начинаете Ну добавлять. какая Шоу. была фраза? Ты не говорил, что тебе по кайфу будет выиграть его именно в Уфе? Я сказал, что я готов приехать в Уфу и подраться у тебя дома. Что тебе не надо никуда ехать, я сам к тебе приеду. Играй ему газани нормально. Да не-не-не. Может, не... Но, насколько я знаю, было именно так. То есть у тебя нету такого желания? Ты не считаешь, что было бы круто? Да, выиграть? публика одна, что в Москве, что в Уфе. Все люди, они смотрят. Кто не может приехать, тот смотрит нас по телевизору. На Поэтому- телеканале «Удар» с моими Да. комментариями. Короче, нет желания именно... А почему? Хорошо, почему вот... ты мог подраться с ним также при одной и той же публике осенью. Почему вот когда турнир перенесся в Уфу, ты сказал, пофигу, вот без разницы на руку, я готов пораньше с ним подраться. Чем Нет, тогда? была ситуация такая, то что я пошел, начал делать себе уколы, вот, и конкретный прогресс в руке вот, произошел. То есть она у меня стала меньше болеть, и мне врач сказал, что там буквально еще 2-3 укола, и будет все нормально. Тимур, Я так прикинул. Извини, у нас сценарий, ты от него отходишь. Нет у нас другого сценария. Надо газануть, надо газануть. Подожди, давай раз узнаем. Газанил 20-го. Так, рука стала хорошо себя чувствовать значительно Да, быстрее, даже чем ты микрофон думал. могу держать. Никакого вообще у тебя нету к самураю желания. Да, у меня к нему спортивный интерес, все. Мы должны были подраться еще на нашем с ним втором турнире, ну, на 8-м, да. Или на 9-м, я уже не помню. Вот, должны были подраться, но там одни обстоятельства, другие. Потом я также ремонтировался. Ну и он вперед побежал, вот, стал чемпионом. И все. Ну тогда, самурай, расскажи, рад ли ты, что ты будешь защищать свой перстень именно в Уфе, и не давит ли на тебя домашняя арена? Во-первых, всех приветствую. Всем спасибо, кто пришли, и спасибо, кто смотрит.
Да, в принципе, нет. Я говорю так же, как я выходил на бой со снайпером, как вот говорит Тимур, в моем понимании то же самое. Я хоть тут вот сейчас постелите сено, прямо сейчас выйду. Типа, я всегда готов драться, в любое время, в любом месте. Если даже есть травма, об этом никто не узнает никогда. И это после поражения вы видели, как я переношу поражение. Я пожал руку своему сопернику, поблагодарил за урок, который он мне преподал. И вернулся таким чудовищем, которым вы меня видели в реванше. Как бы в своем последнем поединке я не хотел даже включать это чудовище на другой организации. Я понял, что одной левой ручкой могу растаскать его, просто и таскал его, вот и все. Я понимаю, что просто сама по себе концепция сена, она другая, она выводит из себя, выводит это чудовище какое-то, так скажем. А в другом месте в ринге просто выйти, как, я не знаю, спарринг провести. Но я, конечно, так не планировал, но просто соперник позволил мне это сделать, и я это сделал, поэтому вы не увидели какого-то супер прогресса, возможно, моей жестокости, как вы это обычно видите. Потому что я понимал, что одной левой ручкой могу это все сделать, я это сделал. За 3 раунда я пропустил один акцентированный удар, и то, от которого даже не поплыл. А от просто каких-то непонятных подкармливаний в корпус отдали единогласным решением. Детский сад какой-то вообще. Смешно было даже. А про поражение ты вначале говорил, ты имел в виду вот то, что... Про снайперу, первое поражение про баварскому снайперу, да. В этом бою ты не считаешь, что ты проиграл, ты не согласен с этим решением? В каком? В последнем поединке? Да. Да нет, конечно, я и пересматривал сколько раз, я не знаю. Ну, может быть, по любительской школе, если как бы там любительский бокс, по касанию, там пятнашки, там по плечам, по корпусу просто, ну, типа не акцентированный. Либо же профессиональный спорт, это урон, это попадание в лицо. Я дрался в кикбоксинге, в ММА, боксе, в рукопашке. Ну, по всем видам спорта я дрался, даже по борьбе выступал. Я знаю, что такое удар в лицо и как он считается во всех видах спорта, что карате даже я дрался, что в других видах спорта удар в лицо всегда идет больше очков, неважно, левой это правой рукой, там, я не знаю, хоть чем это, или хоть как это. Если это приносит урон, это идет нормальный тычок, нормальное попадание. Если есть сечка, наверное, значит удар имеет какой-то вес, я не знаю. Я не знаю, как так. Тимур, хочется спросить у тебя, ты смотрел этот поединок? Смотрел. И твое мнение по нему? Ну, мое мнение, что бой вообще как бы не очень, так мягко скажем. Ну ты не стесняйся в выражении. Ни один, ни другой не показал боя. Наим пытался его выдернуть, там, раздергать, свою работу сделать. Тот пытался на один акцентированный, да, там попасть. И боя не получилось. Мне бой не понравился, наверное, Наим выиграл, не знаю. То есть наверное? Туда-сюда. Я поначалу, когда я посмотрел в трансляции, мне показалось, что Наим вообще его, раскатал все вчистую. Потом вот я недавно смотрел, не знаю вообще. То есть не в обиду им сказано, но ни о чем вообще бой получился. Болел за кого? За Наима, конечно, за кого мне еще болеть? Наим, это будет твоя 3-я защита. Считаешь ли ты доктора самой сильной оппозиции? Нет, мне кажется, стилистически самый был такой неудобный соперник, это баварский снайпер, потому что наши стили очень похожи, а именно сложные поединки происходят, когда стили ребят очень похожи. У нас с ним антропометрия практически одна, все было одно. Тимур другой парень, то есть плюс-минус ребята с такими данными, с такими комбинациями, с такими заготовками, которые он делает с первого поединка и по последний. Я встречался с такими. Может быть, Тимур выделяется тем, что он, как и я, не гоняет много веса. Я не знаю, было так, по крайней мере, раньше. Сейчас не знаю, как у него там с весом обстоит. И поэтому скоростные данные, да, может быть, у него отличаются. Но тот же Серж и левая рука Сержи явно не уступает скорости Тимура, например. То есть но это я перед боем говорю. Может быть, я проведу поединок и вполне могу сказать, может быть, какие-то мои ожидания были как-то не так. Может быть, я ошибался, я могу вполне ошибаться. Но сейчас, разбирая стиль поединка, то есть я просто очень сильно люблю анализировать, сидеть и так далее. То есть вот как Тимур говорит, вялый поединок, но потому что я понимал, что мне не приносит никакой угрозы, что как бы вот даже вот эти 2 падения, человек наступал мне на ногу, а другой раз зашагивал за ногу. Я ты понимал, просто видел, что ты ведешь бой. да, если вы делал, вот посмотрите, там, например, тот же со снайпером мне говорили там, или там на правде, когда я по боксу нокаутом выиграл, что бой идет зуб в зуб, что надо включаться на им. Я включился в 4-м раунде, уронил и так далее. У меня такие поединки постоянно там со стероидом, со всякими ребятами, я постоянно мне говорили, на им, у тебя
когда что-то не так происходит, я включаюсь, есть такое. А мы просто, смеялись вообще, что так все легко слишком происходит, и даже я Булкин, извиняюсь, не напрягал, и поэтому я даже не думал, что надо включать этого Наима, что надо форсировать, надо рубиться, голову подставлять. Я думал, вот этого хватает, а как бы моя задача это выиграть, моя задача не убить человека, моя задача не сделать ему какой-то ущерб, и я стараюсь выиграть, и плюс Миша очень хороший парень, то есть я опять-таки к нему-то вообще ничего никогда не имею и не имел, то есть у нас, я ему руки пожал, и сейчас пожму, если увидел бы, всего наилучшего пожелал, просто, я с судьями не согласен, вот и все. Ну, я, в принципе, вообще разделяю, на самом деле, твои слова, и был такого же мнения, что делается ровно столько, сколько необходимо, и нет смысла форсировать события. Только ты говоришь, что ты к Мише хорошо относишься, тем не менее, он после боя сказал, я тут ни при чем, я об этом ничего, он сам, как мне показалось, считал себя проигравшим, а потом он начал кричать, что теперь он чемпион топ-дога. Тебя не задевают эти слова? Это же его мнение, как бы, по факту же далеко не так, как минимум он ни разу вообще не выходил в сено, ни с кем вообще, поэтому, на словах, это его мнение, пусть он при нем остается, то есть это меня задевает или нет, да, было неприятно слышать, но потом, надеюсь, как-нибудь мы с ним вживую увидимся, я бы просто хотел по-дружески, не как-то плохо спросить, а поинтересоваться, зачем ты так сказал, потому что мы с ним реально руки пожали, все на уважение, говорю, опять-таки, к нему ни капли неуважения не было, было просто у меня к судьям очень большие вопросы. Согласен с тобой. А не хотел ли бы ты его пригласить в сено? В гости? Если есть такая возможность, я всегда за, то есть, сейчас просто не засматриваю, сейчас есть Тимур, в случае, если, скажем, Бог мне позволит одержать победу, есть Магомед, у меня очередь там, таких ребят заряженных, это просто такие истории с приходом ребят были, когда вот Тимур лечился, и мне пришлось подраться со снайпером, либо я просто бы сидел и проставил, я год и так не дрался. А когда у меня есть ребята в очереди, я буду с удовольствием только за драться почаще, тем более, вот вы знаете, после боя со снайпером второго, какой бы я ни был, Андрей, вот мы общались, в феврале хотели даже громкий поединок делать с чемпионом другой организации, я был готов уже драться через месяц-два после такого плотного поединка с баварским снайпером второго. Я все это же время просто сидел, мне пришлось простаивать, потому что по боксу мне бои не интересны, я не боксер, я кулачник, то есть, и от Тимура ожидали ответ какой-то и так далее, а потом вот Тимур выиграл, Кратоса, и все, плюс-минус, уже поняли, кто претендент, и все, и никуда не двигались, и ждали Тимура. Тимур, в принципе, Наим довольно исчерпывающе описал тебя и твой стиль ведения боя. А ты что думаешь о Наиме? У него довольно неудобный, нетривиальный стиль. Считаешь, что тебе будет сложнее, чем обычно? Я не знаю, не могу сказать, будет сложнее или нет, но то, что он чемпион не просто так уже и защитил титул, дважды, да, по-моему, значит, парень непростой, значит, тяжело к нему ключик подобрать. И ты думаешь, тебе будет тяжело подобрать ключик? Посмотрим, настраиваюсь на то, что будет тяжело. А ты сам ментально, ты его разбирал, тренируешься, не думаешь, что ключик уже в кармане лежит? Да лучше так не думать. Лучше так не думать. Один раз подумал. Один раз подумал. Лечился. В любом случае, давайте перейдем к главному событию вечера. Самый интригующий поединок кулачного спорта. Долгожданный реванш двух принципиальных соперников. Противостояние, которое уже выходит за рамки спортивного состязания. Претендент Игорь Емеля и чемпион Олег Фомич. Аплодисменты. Олег, почему в последнее время ты перестал вступать в открытый диалог с Емелей? Я всех приветствую. Здравствуйте. Ты боишься сражаться на его территории? Слушай, ты такие вещи заговариваешь. Кого я когда боялся вообще, в принципе? Не знаю. Вот, Вот и я не знаю. А почему ты То есть тогда с вообще, ним- в принципе, никого. Это ты со мной сейчас в диалоге, а с ним почему-то не в диалоге? А о чем мне с ним разговаривать? Не знаю. Поговорим 20 июля. Ты спортсмен прямо вот чисто. Правда? Только дерусь. Больше никаких разговоров. А я больше ничего не умею. Зачем ты так себя принижаешь? Ты много В чего плане умеешь. чего. Говорю, как есть. На стройку не пойду. Пробовал, не получается. Охранником тоже не очень охотно. Ну, образно говоря, да? Вижу себя в спорте. Вот и все. В данный момент это моя работа, то место, где я зарабатываю себе на жизнь. Вот и все. Все просто. Шутить же ты умеешь, мы же знаем это. Слушай, мои шутки не все понимают, как и его. И поэтому и они разные, разного плана. И поэтому лучше, наверное, не шутить. Вот и все. Хорошо, вот это уже было интересно про тебя послушать. Какого-то самого себе мнения. Давай тогда поговорим с Емелей.
Эмиль, у меня для тебя интересный вопрос, на который в прошлый раз ответа внятного не было дано. Потому что в прошлый раз Олег рассказывал нам, что вы знакомы 10 лет, были в разных ипостасях, проходили совместные сборы, встречались на боксерском любительском ринге. И за эти 10 лет ты не позволял в его сторону подобных высказываний и поведения, которые позволяешь себе сейчас. Почему так изменилась твоя риторика? Всех приветствую. Я про него ничего плохого не говорил никогда, нигде. И сейчас также не говоришь. Ну да, где, вы предъявите мне, где плохое, что ты про него сказал. Олег, есть предъявить, что плохое тебе говорил Эмиль? Да. Слушай, Дань, человек тупой, и ему ничего не Вот. объяснишь. Вот и все. Для него это нормально, для меня нет. Ну, я считаю, мое мнение таково, что... Нет, это уже би- появилось, он меня тупым назвал. Не, подожди, ты тормози, я говорю. Понимаешь, как бы у нас, я говорю, у нас разные шутки, у нас разное понимание на эту жизнь и так далее. Как бы для него это нормально, для меня нет. Ну, в ринге придется ему мозги поправить, вот и все. Ну, что тут выдумывать? Фомич, что ты хочешь сказать? Да нет. Что мне ему сказать, если он думает, что можно кулаками в ринге поправить Ну мозги? все, хватит, ну что ты в натуре, у тебя не получается. А думаешь, Ударами по голове мозги не поправишь же. Пусть будет так, ладно. я бы, кстати, тоже поспорил. Можно ударами в голове поправить какие-то мысли, мне кажется. Да не. Вот и проверим. Вот и проверим. 20 июля на дрезам турнире в Уфе. Правильно. При поддержке генерального спонсора Олимбет. Правильно. Хватит подлизывать, что в натуре исполняешь-то, да? Давай, тормози тут, улитка, блядь. Подожди. Игорь, Что Я тебе расскажу, блядь. вопрос, Вот это да. вопрос к Игорю. Так ко мне вопрос был от Дани. Какой? Не знаю, ты его не задал. Вот у меня был, он меня перебил. Фомич, в личном разговоре со мной, просто чтобы все люди знали, хочу рассказать. Ты со мной поделился, что впервые за всю твою спортивную карьеру у тебя есть ярая личная неприязнь к человеку, и тебе хочется причинить ему боль в ринге. Такого, что никогда ты не испытывал подобных эмоций к сопернику. Я помню, да, так и есть, я так и сказал, не отрицаю. Объясню почему. Как бы я сам по себе добрый человек, И да. когда это появилось еще, объясни. Ну, послушай меня. Я сам по себе добрый, у меня, в принципе, ну, никому ненависти нету, как бы я никогда не стараюсь никого задевать никаким образом. И к свою сторону тоже не позволяю таких действий. Но появился вот такой вот человек, да, по имени Игорь. Ну и вот, как бы, я не знаю, для кого-то это нормально, да, ну, для меня это ненормально, вот эта история началась там с его петухов и так далее, как бы, для меня это, ну, как бы, некрасиво и нехорошо, для кого-то это нормально, и поэтому, как бы, я так и отреагировал, и вот, пожалуйста, он начал эту игру, вот результат. То есть личная неприязнь появилась именно Только с петухов. так, конечно, ну, это же нехорошо, как бы это С неправильно. петухов. Ну, естественно, это же вся история началась. Да. Ну, вот и все. Север, Фомич, Ангел, Ханов, Кратос. У меня 70% нехватка яиц. Где яйца? Вот с одного этого видео Ну, как возникло бы оно такое... началось, как бы я там, ну, где-то, может, начал играть его игру, да, поддержал его, в плане, начал с ним как-то что-то выяснять на этой почве. И вот оно переросло в такой вот... В личную настоящую Ну неприязнь. да, как бы даже если мы подеремся, естественно. Опустился до моего уровня, а там я на опыте, да? Не, ну просто как бы я, может быть, в чем-то повелся, да, вот на твою движуху, как бы, ну, может быть, так оно и есть, но после боя это не пройдет. По-любому, это уже как бы, ну, осадок такой остался, как бы, ну, вот он, ну, для меня он нехороший человек, вот и все. В этом плане. Ну, он не с той стороны зашел. Понимаешь? Вот и все. Братан, да, поддерживаю. Только не трожь его, пожалуйста, дай мне что-нибудь с ним сделать. Договорились? После боя. Так, Игорь, единственный раз проиграл в Сене ты в дебюте с Олегом Фомичевым. Что для тебя принципиальное? Реванш с ним или претендентский, чемпионский уже перстень? Да у меня принципиального ничего нету. Я плыву по течению как есть, так есть, как бы, ну. Ничего принципиального для меня уже нету.
А так как Фомич у нас легендарный, доминирующий чемпион, считаешь ли ты, что он заслуживает реванша в случае поражения? Не совсем правильно заданный вопрос. Я понял, да. Это не я решаю, дадут, не дадут. Нет, не дадут. твое мнение. Ну, а мое мнение, конечно, заслуживает. Сразу же. Да хоть через полчаса, как бы, ну. Вот, на автопате можно будет реванш сразу. Ну там я на опыте буду. Там под эликсиром. Так а что интереснее, выиграть именно Фомича или стать чемпионом? Какая главная мотивация в этом поединке для тебя? Ты провел большой путь, ты 5 раз проиграл ему в самом своем дебюте, и потом 5 боев дрался, ни разу не проиграл. И мне кажется лично со стороны, что главной мотивацией было именно добраться до Олега. Нет. А какая была главная мотивация? Она пропала, мотивация моя. Когда ушел Гаджи Автомат из этой лиги. Так ты когда пришел, его уже не было. Ну вот, да. Я чуть не опоздал. Я согласен, потому что я подавал заявку, когда он там был. Мне друзья сказали, надо там одного мешка шлепнуть, типа перстень забрать у него и в ломбард сдать и прогулять хорошо. Вот это была мотивация моя. Потому что я тогда топ-дог не смотрел, я не знал, что такое топ-дог. То есть сейчас мотивация выиграть Олега, чтобы занять его место в поединке против Гаджи Автомат? А что, есть такой вариант? Ну, как минимум, это будет более вероятно, чем если ты ему проиграешь. Ну туда, да. Мотивации стало больше. Все, нашлась новая мотивация, правильно? Ну, самое главное. Фомич, тогда вопрос к тебе. Почему победа Игоря над Марселем ничем тебя не удивила, хотя ты прогнозировал обратное? Я как и говорил, все будет зависеть только Я от Марселя. беспонтовый, да, ты говорил. Да, это я помню, что ты беспонтовый. Ты он и сейчас таким и являешься. Почему? Ну, и вот я так захотел. Я вижу его таким. Беспонтовым. Чертом. Вот и все. Усатым. Ну да. Спасибо, что добавил. Вот. Как я и говорил, все будет зависеть только от Марселя, от его настроя. Вот и все. Как бы, ну, в этом бою Марселю не удалось себя проявить, как-то показать что-то. Игорь просто работал. Ну, в принципе, шел вперед и делал все, что хотел. Ну, Марсель как бы, ну, ничего не показал, к сожалению. А то, что ты считаешь его беспонтовым усатым чертом, не добавляет ли это на тебя дополнительного груза ответственности, ну, что насколько будет неприятно вдруг проиграть беспонтовому усатому черту? Слушай, ну это спорт, Игорь. Если брать спорт, отдать ему должное, мастер спорта по боксу, это дорогого стоит. И как бы в этом плане, да, у него опыт неплохой, багаж хороший, но кулачка — это не бокс. Что-то схожее, но тем не менее это не бокс. В этом плане, да, но, и, конечно, я не считаю, что я проиграю ему. И, ну, если в случае такого, да, ну, если вдруг я ему проиграю, ну, значит, так тому ему и быть. Ничего страшного, это спорт. А это никак не поменяет твоего отношения к нему? Вот как Я человек? сказал же, наш поединок, ну, ничего не изменит. В плане твоего... Вообще не важно, какой результат будет. не Все, поменяет твое ну, отношение. для меня нет. То есть после боя вы не будете жать руки? Это никак не закроет никакие вопросы? Слушай, ну если он протянет там как-то, как было в Орле, я сижу на лавочке, он вот так подбежал ко мне, как котенок. Олежа, Олежа, там чуть ли, я не знаю, готов мне был пятки целовать просто. Но, ну, так оно и было. Подбежал ко мне, я вот сидел, он сам подал. Было такое? Я еще ничего не выдумываю. Ну, я подошел к тебе и А, все. ну вот. Не, Не, подошел, он ну, я тебя увидел, подошел, протянул руку. Трусцой вот такой, знаешь, побыстрее, чтобы это... Ну, этого уже... Да не, он просто Это не у тебя он пьяный был, не главные помню фантазии просто. твои. Ладно, хорошо. И это, сам как бы, ну, протянул руку, проявил инициативу, как бы, ну, воспитание как бы не позволяет мне дать руку. Вот и все. Как бы он показал в данном моменте свою слабость. Вот и все. То есть руки пожмете, но отношение к нему не поменяется? Нет, вообще нет, правда. Он как бы начал эту игру, как бы я его поддержал. Давай до Талова. А что он должен сделать, чтобы вы... Ничего, он уже сделал. Уже нет Да, пути назад. зачем мне? Ну, как бы он, ну, я так скажу, на моем районе он бы и дня не прожил бы. Нормально Ему вы подпалили бы вот эти усы, как пушок. Нормально Вот вы так скажу никогда честно. уже... Ну, я, для меня, вот для моего понимания, для моего мировоззрения по жизни, да, ну, он не хороший человек. А как было? Вот, ну, Олег рассказал свою версию. Как было, когда ты ему шел руку жать?
Я Олега увидел, подошел, пожал руку и все. Понятно, не бежал трусцой, не Я с смущался. трусцой побежал, да, Олежечка, дай я тебе поцелую пяточки. Говорит, да я бежал трусцой, говорил Олежа, дай поцелую тебе пяточки. Почти хотел, но не стал. Сдержался. Олежа не разрешил. У меня вопрос к Олегу Фомичеву. У тебя не было желания не закрываться вот так, а наоборот принять игру Эмели в плане юмора, чтобы доказать, что ты и в этой сфере лучше его, а не только по-спортивному? Спасибо за вопрос. Нет, у меня не было желания поддержать его полноценно, да, вот так, начинать с ним там на равных двигаться в его движухе вот этой беспонтовой. Просто я живу своей жизнью, я такой, какой есть, и я знаю, что там он меня переиграет, ну, это не моя, это, ну, я не умею так делать просто. Вот и все. Я такой, какой я есть, и поэтому мне это не интересно, мне это даже не надо, наверное. Можно дополнить? Давай. Просто мне очень Щас. понравилась история про Лавку, как ты рассказал. По мне, ты бы в плане юмора мог бы посоревноваться с ним. Слушай, ну мы же не клоуны, мы спортсмены. Посоревнуемся в ринге. Этого достаточно. Ну, я считаю, что мы больше клоуны, чем спортсмены. Мы же все-таки развлекаем публику. Мы для того, чтобы публику было интересно и весело публике, мы для этого делаем. Не, ну по факту, Бои. по факту кто как Емель. У каждого свои намерения, по сути. Ну, ты публику развлекаешь своими боями? Нет. Ну, если им Они это не нравится, развлекаются? если им это нравится, то они это делают. Но я это не делаю. В смысле, то я себя развлекал, то я бы, скорее всего, голову тут А оставлял. для бы вот чего, как для чего они некоторые- приходят на твои бои смотреть? Я не знаю, у них спроси. Я-то не знаю. А ты за людей думаешь, из-за чего они приходят на бои смотреть? Ну, им интересно, это как вид развлечения. В театр сходить, на бои смотреть, в кино сходить, в цирк сходить. У каждого своя роль, понимаешь? У тебя роль клоуна, у кого-то роль бойца. Вот и все. Тебя вид каково? Ну ты там актер, шоумен, ну ты беспонтовый просто во всех направлениях. Просто у тебя есть своя публика. Вот и все. Понимаешь? А кому-то как к клоуну относится, кому-то как к спортсмену. Ни больше, ни меньше. Поэтому делай свою работу, у тебя это неплохо получается. Кто такие спортсмены? Кто такие спортсмены? Кто такие спортсмены, Которые да. живут, отдают свою жизнь спорту именно, потеют, Зачем? кровь, Зачем пот. Как спорту? понять, зачем? Что такое спорт? Для чего Подожди. ему жизнь отдавать? Вот я, например, Что он подожди, сделает дай я полезного? скажу за себя, тормози. Я говорю за себя. Я живу, грубо, образно говоря, живу в зале, тренируюсь. Себя в других направлениях не вижу, понимаешь? И хочу благодаря спорту достичь определенных результатов. Вот и все. Ты говоришь, я выхожу на чемпионский бой, у меня нет мотивации. Ну, для чего ты это делаешь? У меня есть цель, у меня есть мотивация. Вот и все. У тебя какая она? Моя Улыбаться моя выйти. мотивация это Ты еще, шиша. блядь, в юбке выйди на бой. Чтоб тебя в натуре, Да вообще лошара, говно блядь. вопрос. Могу в юбке Понтовая выйти. лошара, прям, сука. Я тебе еще А, в лошара. груши перебью, лошару, блядь. У меня вопрос Эмели. Вопрос Эмели это Сатандовский. Лучший. Обязательно. Вот вопрос к тебе. Ты женщин избивать продолжаешь или перестал? Не останавливался. Не останавливался? Ну тогда тебя тут на месте надо наказать, получается. 20 июля 20 июля, я Продолжу. надеюсь, ты упадешь здесь, бля, как собака. кто не падал, тот не поднимался. Хотел бы вопрос Ну, это задать, верно. извиняюсь, хотел бы вопрос задать, просто по нашей паре не было вопросов в зале, у меня были вопросы к Тимуру, хотел поинтересоваться у него. А вообще, ты к этому поединку проходишь тренировочный лагерь вообще, что-то, как ты готовишься и как вообще? Вот просто интересно, потому что социальные сети ты активно не ведешь, там только ведешь, как ты катаешься на лодке, там, ну это очень красиво, ну как бы интересно, прикольно, скорее всего, но... Но не информативно для твоей подготовки. к нему. Не для моей подготовки. Ты скажи, что для тебя надо снять. А? Не для меня, я просто у тебя интересуюсь. Я вот ты как Ну, бы чуть-чуть. проходишь полный кэмп, или ты как бы так приходишь, как все ребята-любители, по одной тренировке в день и ушел, как бы. Как получится. Ну, то есть у тебя нету Бывает там... две тренировки, бывает одна, бывает нет. Нету тренировок. стабильности в этом, правильно? Нет, я работаю. Не, я понимаю, я спрашиваю тебя, вот просто я чемпион, который как бы в свое время тоже, когда начал побеждать поединки, дошел до президентства, пришлось даже где-то вот Кимчи, не даст соврать, когда я с Питиком приезжал в кармане, я понимаю, у тебя есть семья, с этим я даже не поспорю, но просто вопрос к тому подвожу я, вот, например, как ты считаешь, заслуживаешь ли ты стать чемпионом, я сейчас закончу, с тем своим арсеналом и отношением к этому делу. Не от тебя это зависит, согласен, что ты работаешь, ну, как бы ты вынужден. То есть, грубо говоря, ты занимаешься хобби.
То есть ты чемпион, это люди, которые живут этим. Вот я живу этим, то есть у меня вообще нету ни интереса, ничего. И я считаю, что, наверное, поэтому пока Господь держит меня наверху, короче. Вот мое мнение, потому что я живу этим. Я 4 часа утра, в 3 часа утра тренируюсь, я этим живу. И когда я тренируюсь в то время, когда все спят, ментально у меня даже шага назад никогда нету. И вот просто хотел бы поинтересоваться про твое отношение, потому что вижу, что против меня дерется не профессионал, а против меня дерется, как когда-то дрался Максим ВДВ, человек, который занимается своим хобби. Вот просто интерес такой. Ну, посмотрим. Нет, 20-го. нет, я же не говорю, что какой будет результат. Всякое может быть. Это кулачный спорт и так далее. Но я вот тебе Ты говорю. имеешь в виду, что я просто вопроса даже не понял. Вопрос в том, вот как ты считаешь, вот заслуживаешь ли ты с теми своими данными, которые есть у тебя сейчас, стать чемпионом? Вот почему ты считаешь, из-за того, что у тебя там правая плюшка заходит, издалека там запрыгиваешь? Или из-за... Левая заходит. Не, нет, я нет. знаю, она заходит, но больше правую заходит, которую ты как бы постоянно ищешь. Но я не про это спрашиваю, про Хороший то, что... вопрос. Хороший вопрос. Вопрос, почему считаешь ли ты, что ты должен стать чемпионом? Чтобы звезды или кто как говорит, да, там у всех свои понятия. Звезды, Потому что я дошел до этого боя своими победами, я Но доказал, ты- что я готов драться за Ты чемпионский все равно титул. работаешь, Всё. дерешься в промоушене, и мне кажется, в вопросе Наима еще есть такой подвопрос, что ты делаешь недостаточно всеобъемлющей работы для чемпиона, что ты просто считаешь, что достаточно Ну, просто а кто это тренироваться и решил? драться, А работа кто на решил, что я микрофоне, делаю в недостаточно? медиа или в чем-то Никто еще. не решил у тебя интересуется. Но Вот я ты, же говорю, вот, если я дерусь за чемпионство, правильно? Мы же с тобой деремся. ну, 20 получается, июля. как бы видишь, да. Вот, получается, я достоин, правильно же? Решила м, организация. А как ты Не- думаешь, не я сидел там, интересен носу ли такой ковырялся, в чемпион? потолок плюнул, решил, что Интересен ли всё, такой я чемпион готов. зрителю? Который просто Как хобби я? занимается, а не профессионал, как бы. Или ты готов ради того, если ты станешь чемпионом, бросить работу и просто жить в спортзале. И вообще жил бы ли ты вообще в спортзале когда-то? Даже по юниорам, когда боксировал, ты же По говоришь, юниорам. то есть я- с утра до вечера ты Да, тренировался? Да. То есть и готов ли ты к этому? Или ты просто думаешь, я сейчас Наима там правый или что-то левый там поймал, потом там Да третьего, посмотрим, четвертого? я не знаю, что будет Нет, завтра. интересуюсь, у Но я каждого ж из тебе нас есть же отвечаю. какие-то шаги, то есть мы же развиваемся, например, я там, будучи, когда подписывался в топ-дог, я тоже, да, не планировал стать чемпионом, но потом я начал драться, потом я видел, что я лучше этих ребят не потому, что там я как-то там такой а потому что я работаю больше этих ребят, потому что у меня есть противоядие на этих ребят. Я выходил на бой с Кратцем, в лифте уже рассказывая, что одна левая рука и правый апперкот, только Кратцу не говорите, смеясь. Я это все вижу, со снайпером этот правый, который я готовил с раздевалки, Всё, кто бы я со мной был, испугался. видел. Да я тебя не пугаю, зачем мне тебя, Тимур? Зачем мне тебя пугать? Тут как бы не клуб каких-то пугателей, я просто с тобой разговариваю как спортсмен, профессиональный спортсмен, живущий этим, Так мечтающий я вот тебе тут ответил сидеть. на твой вопрос. Нет, Если ты не я ответил. дошел до чемпионского Я понимаю, боя, да. А если дальше? организация решила, что я могу его провести... И ты считаешь, что такой чемпион достоин быть чемпионом? Если, например, А почему нет? Нет, вот я тебя и спрашиваю, потому что... Ну, я считаю, вот- да, почему нет? Вот я сейчас тебе объясню. Мне кажется, у людей что такое чемпион? Чемпион у нас бывает, я не знаю, мы в детстве смотрели на всяких там Майк Тайсонов, Мухаммедов Али. Это, я не знаю, для чемпиона, мне кажется, это не что-то залетное какое-то, одноразовое. Это что-то такое величественное, типа, которое должно править долго. То есть, ну, и у меня лично такое, не знаю, который живет в спортзале, который там, не знаю, Но там я как... себя величественным не считаю, Нет, походу, не величественным. в отличие от тебя. Блин, нет, я себя не считаю величественным, ни Ну, в ты коем сейчас случае. только что сказал, чемпион это величественное Они, ну не что-то. я не сказал ни в коем случае, что я такой, понимаешь? Я говорю, Майк Тайсон, Мухаммед Али, другие чемпионы, то есть в моем Но ты понимании. считал их величественными, Ну правильно? да. И мне кажется, А ну, я не я знаю, их спроси считал людей. хорошими спортсменами и То есть они хорошими просто так бойцами. залетные типы, да, получается? Они не залетные, они хорошие спортсмены, хорошие Но они бойцы, великие которые спортсмены, в свое правильно? время были сильнейшими. А ты в Тимуре видишь залетного типа? Я вообще, в принципе, никого не считаю великим. Ну, Мы нет, все равны. Нет, я понял в этом плане. Ну, что еще раз? Ты считаешь Тимура залетным? Вот, ну, ты к Ну, этому подводишь. не в его отношении это было сказано, но я к тому имею в виду, тот человек, который непрофессионально относится к делу, в моем понимании, не может быть чемпионом. Но это, видите как, у всего, вот в моем понимании еще просто, у всего есть свое предназначение. Но у Вот, тебя, например, ты еще, тебе можно, сколько Тимур? лет? Мне 25. Я Ну, нет, чуть-чуть нет, повзрослеешь, Не, и у возможно, тебя Тимур, мне изменится. можно Данилу на вопрос Конечно. отвечу? То есть смотри, Дань. Да вам главное между собой общаться, со мной. Не, я понимаю, нет, ты тоже, какой ты вопрос сейчас мне задал? Я уже забыл. Не, Я про- считаешь ли ты Тимур залетным Вот, в я этом тебе аспекте? отвечаю, то есть как бы в моем понимании чемпион — это человек, который живет этим делом, это вот Фомич с нами сидит, который, говорит, из спортзала не выходит, он сейчас рассказывал историю. Посмотрите всех чемпионов, я с спортзала не вылажу. Вот все, кто были в истории, я не буду по именам называть, чтобы кого-то оскорбить, да, имеется в виду там по их отношению к тренировкам, но ребята были чемпионами
тогда, когда это позволяло поколение, когда были кулачники, уличники там и так далее, с видеокассы скидывали, там, я не знаю, как они там вырубали в клубах там. Но сейчас поколение профессиональных спортсменов, вот тот же Снайпер, он тоже чему-то научил меня. Я как бы тоже вначале думал, что такое, да, к чему говорю, что и, возможно, и Тимур, я же не говорю, что Тимур там меня не выиграет и так далее, что он там просто так тут находится. Но я к тому имею в виду, что в моем понимании, ну, чемпион — это, наверное, что-то с будущим. И если станет Тимур чемпионом, он также будет относиться к своей, скажем, к своему титулу, если он станет чемпионом, защищая его. А если этого хватает для того, чтобы быть чемпионом, зачем делать что-то больше? Ну а кто сказал, что этого хватает? Как это тут Нет, может ну быть? если пока что, я так понимаю, его устраивает, сколько он в это вкладывает, ему хватает Нет, для того, я хотел бы больше уделять время тренировкам, хотел бы, потому что я ж не дурак, я понимаю, что чем ты больше тренируешься, тем больше у тебя появляется там возможности, скорость, там сила и так далее, все это прирастает. Ну, я как бы не с луны упал, но в силу своих возможностей у меня проходят тренировки, там, сегодня две, завтра одна. Мой вопрос был к тому, понимаешь, не как-то тебя оскорбить, задеть, а к тому, что если ты... Нет, вообще, да, ты просто там начинаешь говорить так, ну, типа, будто бы тебе неприятно слышать это с моих уст, там, типа, я там какой-то там не такой. К тому, что если, например, ну, так вот сойдется, да, там, у всех понятий разные, Всевышний там и так далее, да, там, ты станешь чемпионом, например, убедишь ли ты для себя бросить работу и просто уйти в жизнь, ну, типа, спортивную, или просто так же будешь там до первого промаха, потому что тоже ты же с Кратцем совершил свои ошибки какие-то, и после них ты вернулся, да, другим. Я вообще, в принципе, считаю, да, что кулачка — это тот спорт... Который может не готовиться? Нет, в котором любой вот, чемпион, не чемпион может потерпеть поражение, потому что один удар решает все. Вот, то есть, я думаю, все, кто здесь находится, бойцы, рано или поздно все упадут, если они не закончат свою карьеру. Ну, я так считаю. Интересная точка зрения. Можно тебе тогда вопрос задать? А вот ты не думаешь, что человека может еще больше мотивировать то, что он недостаточно времени тренируется, но кучу своего времени проводит за нелюбимым делом, допустим, ну, грубо говоря, там, грузчиком или что-то еще, допустим, он там в 12 часов грузит ящики, там час тренируется, но это еще больше его заряжает на то, чтобы стать чемпионом. И... Ну сколько мы видим, это одноразовая акция, сколько таких историй вообще случалось. Да, я не спорю, что там с такой демой вообще можно стать чемпионом и так далее. Я говорю, я просто не хочу сейчас перечислять ребят, которые не очень хорошо относились к тренировкам и становились чемпионами вообще во всех лигах, неважно, в топ-доге или так далее. Но это одноразовая акция. Потом приходят люди, которые живут этим. Ну вот смотри, вот даже сейчас, если вот так вот подумать, да, то есть ты живешь в зале, да, там, да. то все. Раз проиграл снайперу, да, потом живешь в зале, выиграл снайпер, снайпера, да, извиняюсь, перебил, потом живешь в зале, мачете, ну я не знаю, проиграл, не проиграл, ну не отдали. Ну. Вот. Но в моем понимании, вот, снайперу это было мне просто урок. Я до боя со снайпером, я не держал питание, мне было вообще без разницы на режим, я мог там в 2 часа ночи проснуться, потом пойти потренироваться, потом лечь спать и так далее. Я был очень несерьезным. Я, то есть, фанат был в душе, на деле я был далеко не фанат. У меня не было там каких-то даже там элементарные какие-то витамины не пил. То есть, снайпер, человек, который больше меня пахал, скорее всего. Пейте витамины Топ-Дог. Да, пейте витамины, я их тоже на подготовке пью. Они сейчас у тебя есть? Да, я пью их на подготовке. Помогают? Мощные, честно. Витамины я Топ-Дог просушился. мощные. То есть, вот, как бы снайпер, это человек, который выше был меня по калибру, он меня выиграл. Может быть, и сейчас он даже меня выше по калибру, как профессиональный спортсмен. Он меня выиграл, он меня спустил с небес на землю, он показал мне тоже вот, что я сейчас пытаюсь Тимуру донести, что как бы на вот одном этом не вывезешь, короче, что меняются поколения. Я согласен с Тимуром, он также говорит, да, там, что каждый может выиграть любого и так далее. Но просто мне кажется, что все равно, чтобы не настигло это, не было так больно просто, что надо, ну, как бы постараться побыстрее решить, короче, кто ты, боец ты или там бизнесмен или филантроп или так далее. Наим жесткий лабиринт, честно. Да. Можно? Это жесть. Это жесть, реально. Давай закончим вот ответом. Стоп, можно, Да. исходя из этого спича, Наим тебе вопрос задать? Ты понимаешь, что ты Быстро, делаешь? сейчас, секундочку. Ты-то быстро. Да, я Ну, давай, быстро. давай. Ты просто, Наим, сейчас, когда говорил о слове чемпион, перечислил такие имена, как Мухаммед Али, Майк Тайсон. Но ведь эти люди были интересны людям и своей как бы деятельностью вне спорта. Ты не все ответы получил, да? Вот, Да, пока мне что? вот интересно. Давай. И вопрос, исходя из этого. Ты рассказал, что ты живешь спортом, ты живешь в зале. Ты считаешь себя интересным человеком, Наим?
Мне кажется, этот вопрос лучше задать зрителям. То есть, ну, их отклик... Нет, ты себя считаешь интересным чемпионом, человеком, за которым интересно наблюдать. Считаешь ли ты Мы же берем, что как бы вот Топ-Дог — это лига, которая выходит на Ютубе, да? Большое количество людей смотрит. Выходит на телеканале «Удар». Или на телеканале «Удар». Это медиапроект, не да, YouTube, это в люди первую этим очередь. заинтересованы. Как ты считаешь, вот за тобой интересно смотреть, следить? Ну, в любом Как случае, за человеком, Я как за думаю, да, я в личностью. Топ-Дог залетел как антагонист. И до сих пор антагонист. Откроешь комментарий, там, Наима вырубит, там, Наим вот так вырубит. У доктора там фаны очень хорошо работают, меня раздражает, честно. Ну, типа, они очень хорошо работают, и они когда не работают, вы видите, когда они работают, выходит вот тот самый Наим, который сейчас уже чуть ли не кричит тут, короче. Ну, поэтому, короче, да, они делают свою в работу. чем интерес-то вот смотреть за то, что ты постоянно... Я антагонист, потому что, ну, посмотрите даже, буки, сколько там по коэффициентам постоянно было. Сейчас с доктором, кстати, странно. Миллиард сообщений, что меня там вырубит, что я там какое-то тело, но при этом почему-то на дока мало грузят, что-то странно очень. Грузите на доках квартиры, пожалуйста. А дальше, я считаю, вы заработаете, типа, много денег, я вам желаю всего Да, и наилучшего. мне процент. Наим, И ему а процент. интереснее ли ты чемпион, чем доктор? Вот просто говорили. Вот ты сам считаешь, ты интереснее чемпион, чем доктор? По крайней мере, ну, я не буду себя как-то хвалить, просто, в отличие от Тимура, я... Ну как для меня вот не укладывается это, я не буду вот себя хвалить. Но ты же в глубине души должен понимать, вот вы выходите драться. Ну, в моем понимании... у Вы меня же- деретесь друг Нет, с другом. смотри, Как у меня... можно драться с другим человеком, не думая, что ты лучше него? Я вот это не понимаю. Зачем? Как бы это... Ну ты дерешься с человеком, ты же считаешь, что ты лучше другого человека? Что Нет, ты я дерешься- считаю, что у меня есть определенный набор наук, как и Тимур, наверное, думает, это нормально. Не то, что лучше него. Нет, Что у меня есть определенный набор наук, который, если на то будет воля Всевышнего, в моем понимании, да, даст мне победу. То есть, вот, в моем понимании. Нет у меня того, что я лучше считаю его, потому что, может быть, я и лучше, вот, где-то, да, в моменте лучше себя снайпера считал в первом бою, да, вот меня осадили, как бы, вот, я понял, короче, урок съел, все. Вот примерно так я могу рассказать. И до этого в жизни были у меня уроки, когда, то есть я, скажем, не так серьезно относился к Тимуру. Я знаю давно Тимура, как бы, я говорю, на одном турнире дебютировали, он забрал лучший нокаут вечера, я забрал лучший дебют турнира. Оба залетели, оба показали, что они следующие чемпионы. Просто у Тимура были проблемы со здоровьем. Вот как бы спустя миллиард лет нас, как бы, судьба свела с 21 Окей. года. Вопрос от Гея Людей Дорчина. Всем привет, кто меня не знает. Я хочу задать вопрос Игорю и Олегу. Я присяду, а то из-за меня, наверное, Олега не видно. Вот, такой вопрос такой, чтобы вот сейчас смотрю на вашу конференцию, именно вас двоих, да, сами я общаюсь хорошо, так ведь знаем друг друга. Вот, Игорь что-то сегодня слабо, газуешь очень слабо почему-то. Вот, и отсюда такой у меня вопрос. Это же самый ожидаемый бой для меня, для многих. Не получится ли так же скучно, как сейчас бой у вас? Потому что примеров много, да, то есть самый ожидаемый бой, и он бывает очень скучный. Допустим, вот дрался ты с Марселем последний бой. Для меня этот бой был, я очень его сильно ждал, но Марсель себя не показал 100%, Игорь молодец. И для меня не был бой такой вау. Я хочу задать вопрос, вы выйдете все 100% и покажете самый лучший бой этого года. Если это будет так, то от меня еще будет подарочек. Пообещайте мне и зрителям, кто этот бой ждет, что это будет самый лучший бой. Я не могу ничего сказать. По этому поводу, будет он самый лучший, не лучший. Я думаю, будет очень много возни, обниманий, целований. Пообещай, что такого не будет, а? Не буду тебе ничего обещать. На. Вот тебе лучше Драга расскажет, что все. Да, мы потом с ним еще поговорим, погоди, давай с вами поговорим. Не, Драга тебе расскажет. Да погоди, Драга, давай это потом. Драга, неинтересно, погоди, давай начнем с вами поговорим. Пообещай, что не будет никаких, вот как первый ваш бой, такого не будет? Да будет похлеще, я думаю. Подожди, вообще. Ты говоришь про Марселя. Для меня Марсель — это интересный бой. И вот это вот рассказывать. Еще одного тебя записываю. А тебе не надо уже с ним спарринговаться. Ты уже спарринговался, там было не скучно. Это один момент. Это мы уже, конечно. Это первое. Другое. То, как работал Марсель, это то, как ему позволили в этот момент работать. Я с ним вот потом спарринговался, я потом понял, почему у Марселя такие проблемы Он были. не однобокий боец, Марсель, так? Не однобокий боец. Да, как у него получилось, он так и подрался. Это вот, я тебе, проверив эту информацию, могу сказать. Это второе. Я пример сказал.
есть еще бои многие. Пример, Игру в потом ты топ-доге, еще вообще, говоришь, там где-то будет- еще. Ну ты Что же про типа- наш бой спрашиваешь. Мы Ты про сейчас меня спрашиваешь про говоришь. их первый бой. Я считаю, что Ну, ты первый еще бой... бой Джанга вспомни, самый Пе- лучший бой. Это вообще отношения сейчас не Топ-дога. имеет. Первый бой Олега и Эмиля, я считаю, это один из самых недооцененных боев топ-дога. Это для меня было очень интересно и очень зрелищно. И поэтому это для меня, прежде всего, самый ожидаемый бой. Я спрашивал у многих тренеров, лично у тренера Олега о том, какой для него был самый сильный соперник, который ему дал самую тяжелую оппозицию. И люди, которые разбираются в поединках, называли всегда, что Игорь это был самый неудобный и самый тяжелый бой для Олега Фомича. И Олег сейчас идет на серии, на самом деле, уже, по-моему, то ли больше, то ли на самом деле у него также 10-0. И мне кажется, что Игорь это самая интересная позиция, которая может быть для него в данный момент. Тебе я все за них разжевал. Не хочу сейчас, у нас еще будет с тобой эфирное время, тратить на это время, не на тебя. С тобой интересно общаться, мы еще пообщаемся. Я хочу, пользуясь случаем, задать вопрос человеку из зала, пожать ему руку и представить вам Игорь Васильевич, заслуженный тренер боксерского клуба «Груша» и всех кулачников, сидит рядом с Александром Сидоренко. И задать такой вопрос, потому что у Игоря тренируется и Игорь, и Олег, они разведены в разное время, но я так понимаю, что вы им даете обоим тренерские наставления. Как у вас это получается разделять? Первый вопрос. Да нет, они не такую подготовку проходят, чтобы я их прям вел. Олег приезжает ко времени, вот, со своей базой, со своим бэкграундом, его уже никак не изменить. Игорь очень своеобразный спортсмен. Вот, а по поводу разводить, Эмили забегает ко мне, а Фомич только приехал. То есть он только-только сейчас вот будет ходить, и мы будем решать этот вопрос, так, чтобы они не пересекались. Обязательно, пожалуйста, решите это. Да нет, я на Игорь самом Васильевич, деле... извините, перебью, что страшно, что мы будем пересекаться? Хорошо, пересекайтесь. Я против, он просто хочет с ним спарринговаться. Не, сейчас объясню. Хочу будку ему набить там. Ну вот, усы помять. От себя замечу, что все-таки это... Меня хорошо слышно? Да, очень хорошо. Я зажевываю слова чуть-чуть. Это все-таки шоу-бизнес, вот, и это испытание тоже надо уметь пройти. Поэтому я тебе очень советую по-дружески не злиться. Вообще не злиться. Игорь Васильевич, против вас я точно не могу пойти. Хорошо. Вот Ну, и только в всё. раздевалке, если тогда. Просто Чтобы смысл вы не в том, видели. что я не знал, как Фомич на Эмилию отреагирует, поэтому этот вопрос у нас вставал, как они будут вместе тренироваться. А так, если они друг друга нормально будут в зале воспринимать, то, ради бога, пожалуйста, спарринг-партнеру хватит, всего хватит, пожалуйста. Отлично. А вы не будете никому из них говорить, вот у того слабое место такое, вот это вот Да такое? нет, я не настолько хорошо это все понимаю. Ну и, как правильно объяснить, я и люблю этот спорт за сюрпризы. Может, действительно, не так хорошо в этом спорте разбираюсь, но скажу, чем они оба похожи друг на друга. Мгм. Они с виду, достаточно читаемые ребята, но это не так. Каждый из них очень опасен. И они оба прекрасно понимают бокс. То есть они оба могут удивить. И я вот на самом деле даже не знаю, что будет вот в этом поединке чемпионском. И интересен же для вас этот поединок, как для опытного, знающего человека. Ну, да, мне вообще это все очень интересно, потому что здесь жизнь дышит полной грудью. Спасибо. Спасибо. Это был Игорь Васильевич. Аплодисменты. Юрий Фофанов. Да, всем здравствуйте. Менеджер бойцов многих. Вот. Провокатор на конференции. Да нет, никаких Так. провокаций. Просто наоборот, чтобы разрядить как-то ситуацию. Да, она накалена до предела. Ну, между вот этими двумя тяжеловесами она накалена. Вопрос и к Олегу, и к Игорю. Давай сперва с Олега. Если бы, Олег, у тебя была возможность провести бой с любым бойцом из прошлого, с кем бы ты провел бой и почему? И такой же вопрос к Игорю. Спасибо. Именно Рубрика мы за «Викторина». боксеров сейчас говорим? Ну, я, наверное, не то, что хотел побоксировать, а хотел бы получить опыт от легендарного Дэвида Туа. Интересно. Я фанат этого вообще крутейшего, по моему мнению, боксера. И мне хотелось бы с ним, конечно, от него перейти какой-то опыт. Но я вообще считаю, что он лучший был в то время. Че ты Поэтому смеешься? Дэвид Туа, короче, вот и все. Игорь не знает, кто это. Да он не знает, кто он вообще, в принципе. Какие вопросы? А ты кто?
Ну точно не ты. Я это ты это я. И ничего не надо нам. Так, по делу. Я бы хотел провести бой, наверное, со своей классной руководительницей. В средней школе она мне много крови попила. Вот, наверное, с ней. А если взять бойцов из прошлого все-таки? Юрий, успокойся. Давай, поехали. Есть еще какой-то вопрос? Вот, прекрасный вопрос. Желаю всем хорошего вечера. У меня, наверное, Данил, вопрос больше к тебе. Так. Как я лютый фанат Топ-Дога, лютый фанат своей родной земли. Так. Ты в своем инстаграме сказал, что турнир в Питере был лучше, чем в Уфе. Я это и сейчас в начале Да, конференции позволь, сказал. пожалуйста, уточнить. Почему? Я это тоже вначале сказал. Он был лучше по ряду факторов. И это, кстати, в посте в Инстаграме все описано. В посте там не было, по-моему, когда я читала. Есть. Это аргументируем. Я считаю, что турнир в Уфе был самый драматичный и жестокий. И он именно поэтому стал самым лучшим на очень продолжительное количество времени. И я, наоборот, рад, что Питер сейчас смог задать новую планку, что нам есть с чем ехать в Уфу. Есть мотивация для жителей Уфы, которые хотят, чтобы их город был лучшим местом для проведения кулачного турнира, ломиться на наш. И выиграл Питер, потому что это был самый крупный, самый масштабный турнир Топ-Дога. Там было более 6000 человек. В Уфе более 4. Там была самая громкая, самая колоссальная поддержка, которая чувствовалась еще и на церемониальном взвешивании. И Уфа, если хочет, опять-таки, перебить, ей нужно на церемониальное взвешивание прийти хорошенечко и поболеть. Также там было самое большое количество бонусов. 13 боев и 13 бонусов мы раздали в Питере. И мне кажется, что это, наоборот, только лучше, потому что подстегивает Уфу приходить, болеть, покупать билеты и устанавливать новые вершины, чтобы было к чему стремиться в будущем. Было бы неинтересно ехать в Уфу, если бы никому не удалось ее перебить. А почему ты считаешь, что Питер не перебил? Наверное, ответа не будет, потому что я не была на этом турнире. Я смотрела бои, и относительно драматичности боев все-таки мне показалось, что Уфа была круче. Уфа была Поэтому жестче. я Уфа решила была задать жестче. этот вопрос. Уфа была жестче. Просто я очень сильно люблю Топ-Дог, и, конечно, вот эту планочку, что Уфа хотелось бы сохранить. Уфа была жестче. В этом аспекте ее не перебил никто. Она была жестче, она была драматичнее. Но если брать совокупность факторов того, что собой представляет лучший турнир, то за счет тех вещей, которые я перечислил, для меня Питер все-таки на первом месте. И он выдвинул на самом деле Топ-Дог на какой-то новый уровень. И я понимаю, что после такого турнира нужно долго лежать, отходить, и сейчас лето, но все-таки Топ-Дог — это одна огромная секта, один мощный промоушен, который очень завязан на людях и на их поддержке как во время самого мероприятия, так и во время вообще в принципе организации ивентов и поддержки в медиа. И я рассчитываю на то, что все это прекрасно понимают, и мы не будем сбавлять обороты, что мы будем также собирать полный стадион в Уфе, поэтому я всех призываю, кому Топ-Дог не безразличен, кто хочет, чтобы он добился своих поставленных целей, покупать билеты, следить, ждать этот турнир и смотреть все эти бои, и находиться там лично лучше всего. Спасибо большое, было Спасибо. очень исчерпывающе. Так, на этом, я думаю, мы... Нет, подожди. Да. Один вопрос. Вот ты сказал самый лучший турнир. Вот назови самый худший бой, который тебе в голове засел, и самый худший турнир, какой по счету был? Самый блеклый для меня турнир это... Вначале бой скажи, чей? А? Блин, по-моему, для меня самый слабый турнир это был, который вторая Казань. Вот вторая Казань меня меньше всего впечатлила. Сочи? Сочи были хорошие турниры, и первый, и второй. Самая нудная публика, которая, бля, Публика, да, публика в Сочи. Самая плохая публика в Сочи. Это, с этим я согласен. Но там были такие хорошие поединки, что даже самая нудная публика могла что-то дать. А бой чей тебе самый нудный был? Я думаю, самый нудный бой он даже не выходил, и мне так тяжело. Благо, что в Топ-Доге 90% таких поединков, которые вообще заставляют забыть то, что там где-то не получилось. Давай, честно. Да нет, у меня... Джанго. Самый плохой бой, если мы возьмем все, это поединок Гейдара, вот, который вы обсуждали. Вот это на проспекте Гейдар вот один дрался, Рэм Багасанов.
Вот это самое, я считаю, позорное, что происходило. И здесь был вот как раз-таки от тебя разговор, забыл воткнуть тебе, о том, что там кто работает грузчиком, у них много мотивации, и там чемпионств. Вот у Гейдара мотивации было до хера. И не мотивация, на самом деле, решает в единоборствах, а дисциплина. Это вот тебе. Мы проецировали это на других спортсменов, таких как Тимур Акаимов, у которых много мотивации и багажа своего Мотивация это для спортивного. женщин, которые покупают себе красивую форму, чтобы сходить один раз с этой мотивацией в зал, а потом про нее забывают. Вот что такое мотивация для меня. Все решает дисциплина. Так, все? Нет, у меня есть подарочек для Олега. Давай. Леденец, чтобы он зализывал свои раны после нашего боя. Ты дурак, что ли, блядь? Только без рукоприкладства, Олег. Молодец. А зачем ты это сделал вообще? Для чего? Чтобы рану зализывал после боя. Почему не сраный или леденец вообще? Ты тупой индеец, блядь. В очко себе засунь его, блядь. Дура, блядь. Я про это и говорю. А к чему? Смысл какой? Даже твои слова расходятся. Почему не сраный или леденец вообще? Чтобы тебе не так было горько проигрывать. Ладно, езжай Я в про Адыгею, душевные раны. будь там лучше, блядь. Ты дурак прям какой-то, я не знаю. Можешь забрать его, кстати. Не, Или лежи на лизать здоровье. до боя. Вот, кстати, неплохо было сейчас, Да, Саня, да, неплохо. да. Не, вообще, когда вы между собой общались, было вообще хорошо. Вы хорошо общались, Наим, с лабиринтом Фавна, блин. Своими загадками. Ну, на самом деле, тоже молодец. Там был хороший вопрос. Жалко, что мы 3 круга по нему походили. А так, Наим красавчик. Я считаю, давайте поаплодируем этому мотору. Это чемпионские поединки, которые нас ждут в Уфе. Поэтому все ломитесь, смотрите, поддерживайте. И скоро увидимся. Переходим дальше.